Привет, друзья! Вообще, я планировала снимать новости про политику, разбор новостей, может быть, раз в месяц, может быть, чуть чаще, но вы видите, что происходит вокруг, поэтому у меня просто нет выбора, у меня нет шанса не сделать этот разбор сегодня. Я хочу с вами сегодня прочитать статью, прочитать новость про Евгения Пригожина и про самолетокрушение. В общем, что произошло на прошлой неделе. Мы прочитаем статью, разберем все интересные слова, вы узнаете, как понять, что это издание пророссийское, как понять, что это статья пророссийская, например. В описании будет словарик и еще будет файл с практикой. В общем, пожалуйста, скачайте, посмотрите. Я думаю, делать такие файлы регулярно или нет. Если вам кажется, что этот формат хороший, если вам нравится этот формат, то скажите мне, пожалуйста, я буду делать его чаще, я буду готовить вот эти словарики. В общем, все, чтобы вам было лучше, интереснее учить русский язык. Итак, давайте начнем читать. Кстати, сейчас вы можете слышать, что я еще немного болею, но я себя чувствую уже лучше, но вы понимаете, что такая новость, она просто не может остаться без разбора, без нашего внимания. Итак, я сначала прочитаю эту новость один раз. Она не очень большая, поэтому мы все сделаем сегодня. В России разбился самолет Евгения Пригожина. Он мог быть на борту. Что известно о катастрофе? То есть эта новость уже достаточно старая, у нас есть уже новая информация, но вот эта новость была одна из первых после, собственно, происшествия, после этой катастрофы. В Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy. На борту джета находились 10 человек. По данным источника издания «Рядовка», частный борт принадлежал бизнесмену Евгению Пригожину, основателю частной военной компании «Вагнер». МЧС сообщила о гибели всех находившихся на борту. Самолет рухнул возле села Куженкино Балаговского района. Первые сообщения о катастрофе поступили около 19:20 по московскому времени. Однако само крушение могло произойти еще в 18:20. Частный самолет выполнял рейс Москва-Санкт-Петербург. По данным сервиса Flight Radar, полет борта внезапно прервался, радары более не могли засечь его. Сообщение о крушении подтвердили в МЧС. Губернатор Тверской области взял ситуацию с катастрофой под личный контроль. Пригожин числился среди пассажиров рухнувшего в Embraer Legacy. Предположительно, бизнесмен чаще пользовался другими самолетами, однако в момент катастрофы находился именно на этом борту. Кто еще был среди пассажиров рухнувшего самолета, неизвестно. Факт пребывания Пригожина на борту официально подтвердили в Росавиации. Так же, как сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, среди пассажиров мог быть и подчиненный Пригожина Дмитрий Уткин. Однако Рогов уточнил, что официального подтверждения этого факта по-прежнему нет. Крушение борта попало на видео. Очевидцам удалось снять на видео момент падения самолета. На публикуемых кадрах видно, как перед падением самолет несколько раз переворачивается в воздухе, над ним поднимается столб серого дыма. Кроме того, очевидцы события рассказали, что перед крушением борта слышали 2 хлопка. Несколько крупных деталей Embraer Legacy, крыло и стабилизатор отвалились при падении и рухнули возле заброшенных сельскохозяйственных построек. Крушение самолета Пригожина произошло спустя 2 месяца после вооруженного мятежа ЧВК. Вооруженные подчиненные бизнесмена выдвинулись походным порядком на Москву после того, как владелец компании ложно обвинил Минобороны в атаке на вагнеровцев. Бойцы ЧВК за сутки прошли Ростовскую, Воронежскую, Липецкую области. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что ЧВК после телефонного разговора Пригожина и белорусского лидера развернула колонны и направила сотрудников в места постоянной дислокации. После провала мятежа Пригожин и часть вагнеровцев выехали в Белоруссию. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против бизнесмена прекратят. Итак, вы видите, что статья эта не очень большая, но здесь очень много чего интересного с точки зрения языка. Давайте начнем. Что здесь у нас есть интересного? Во-первых, это глагол «разбить».
Разбить – это что-то сломать. Например, у меня есть стакан, я его могу разбить, и все, он сломается. А если у нас есть суффикс «ся» в конце, разбиться, то это значит, что действие произошло, само собой. Самолет разбился, то есть причина не установлена. Мы не знаем, это просто факт. Так, он мог быть на борту. Вы можете заметить, что на борту это предложный падеж. Обычное окончание у предложного падежа это «е». Где? В школе, в Москве, в семье, в кофте, например, и так далее, в куртке, в телефоне. Здесь в конце у нас буква «у». Почему? Раньше был такой падеж локатив, который обозначал как раз место. То есть предложный падеж, вы знаете, это и про место, где находится, и когда мы думаем, например, о чем-то. Например, я думаю о школе, я сейчас в школе. Я думаю о телефоне. У меня в телефоне, например, есть приложение. И вот здесь на борту только в значении места будет «у». На борту, в лесу, в носу, в глазу, во рту, в аду, в раю. И да, это группа слов, у которой в значении места в предложенном падеже будет «у». Это небольшая группа. Это может быть на борту, вот борт самолета, порт в порту, в лесу, в носу, в глазу, во рту, в шкафу, в аду, например, в раю. И еще это очень распространенные слова. Поэтому обратите внимание, что у нас есть такая форма локатив с буквой «у». Что известно о катастрофе? Итак, в Тверской области, если вы, например, из США, из Мексики, из Индии, из Австралии, вы привыкли, что территории в вашей стране называются штаты. Надеюсь, я все правильно говорю. В Германии, например, это федеративная земля или федеральная земля. В России, в Российской Федерации у нас есть несколько разных названий вот этих территорий. Есть области, есть республики, например, Республика Удмуртия, Республика Татарстан, где Казань, и еще другие. Потом есть край, Краснодарский край. Есть автономные области, автономные округа. И да, то есть у нас есть разные названия вот этих территорий. В принципе, мне кажется, что это сейчас вообще одно и то же, то есть разницы нет практически никакой. Разбился самолет, который мог принадлежать Евгению Пригожину, то есть быть его. В Тверской области разбился частный самолет. Частный. Частный – это антоним, к слову, общий, общественный, государственный. То есть, например, здесь есть частный самолет, то есть это лично его, лично персональный его. Еще что может быть частное? Частная школа. Есть государственные школы, есть частные школы. Частные школы могут выбирать программу, по которой будут учиться дети. Потом есть частный дом, например, когда у тебя есть свой огород, свой сад, и на этой территории, на твоей земле стоит твой частный дом. Так называют частный дом. Частная жизнь, неприкосновенность частной жизни, что это твоя личная жизнь, твоя персональная жизнь, и никто больше не может туда лезть. Так вот, разбился частный самолет. На борту джета находились 10 человек. По данным источника, источник – это откуда ты берешь информацию. Угу. Издание «Рядовка». Так, частный борт, вот видите опять, частный самолет, частный борт – это просто синоним, принадлежал Евгению Пригожину, основателю частной военной компании. То есть это была не государственная, это была его персональная военная компания, то есть он был владельцем. МЧС сообщила, МЧС – это Министерство чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайный – это слово пришло из польского языка, там есть слово «звычайный», то есть обычный, обыкновенный. Чрезвычайный – это что-то свыше
обыкновенного и обычного. Что может быть чрезвычайной ситуацией? Это может быть какая-то очень большая техногенная авария. Например, авария на фабрике, на заводе, Чернобыль, конечно, чрезвычайная ситуация. Это могут быть огромные лесные пожары, пандемия, чрезвычайная ситуация. Это, в общем, все, что угрожает вообще здоровью большого количества людей. Так вот, министерство сообщило. Вы видите, что после этой аббревиатуры МЧС у нас сообщило это средний род. Средний род, потому что МЧС — это министерство. Все. Сообщила о гибели всех находившихся на борту. В чем разница гибель и смерть? Можно сказать, сообщила о смерти всех находившихся на борту. Смерть — это более общее слово. Гибель — это обязательно от каких-то других причин, от каких-то неестественных причин. И обычно это что-то очень быстрое и внезапное. То есть никто не ожидал, что это произойдет. Самолет рухнул возле села. Так, рухнул. Упасть. Что-то очень тяжелое падает с огромным шумом, с большим шумом. Здесь даже нет ничего, наверное, такого тяжелого. Первые сообщения о катастрофе поступили около 7:20, 19:20 по московскому времени. Так обычно мы и говорим. По московскому времени, по ижевскому времени, по нью-йоркскому времени, по лондонскому времени, по парижскому времени, по берлинскому и так далее. Ну, в общем, вы поняли. Потом в разговорном варианте можно сказать по Москве, по Нью-Йорку, по Буэнос-Айресу и так далее. По какому-то городу. По кому чему. Однако само крушение могло произойти еще в 18:20. Крушение — это несчастный случай, авария, катастрофа какого-то транспортного средства. Вы слышите, что я болею? Потому что, мне кажется, я так говорю прям вообще как больной человек. Итак, частный самолет выполнял рейс Москва-Санкт-Петербург. Частный самолет, мы уже говорили. По данным сервиса, полет борта внезапно прервался. Идет, прервался. То есть резко остановился. И радары более не могли засечь его. Засечь — это все-таки про радары, про сканеры, то есть про какие-то мониторы информации. Угу. То есть кого-то вот они засекли, кого-то они нашли. То есть здесь радары не могли найти, не могли заметить, не могли увидеть самолет. Сообщение о крушении подтвердили и в МЧС. То есть подтвердили, сказали, да, так оно и было. Итак, губернатор Тверской области взял ситуацию под контроль. Взять что-то под контроль, даже под свой личный контроль, значит, что начать контролировать, во-первых, эту ситуацию и стать за нее ответственным. Угу. Есть такое выражение «все под контролем». Например, мама уходит, оставляет ребенка, не знаю, няне, например, и спрашивает: ну что, как там у вас дела? Все под контролем, то есть все нормально, это все под моим личным контролем, все, я несу за это всю ответственность, у нас все хорошо. В общем, здесь он тоже проверяет, чтобы все было под контролем. Пригожин числился, то есть был в числе пассажиров рухнувшего, вот самолет рухнул, значит, он стал рухнувшим, Embraer Legacy. Предположительно, бизнесмен чаще пользовался другими самолетами. Так, однако в момент катастрофы находился именно на этом борту. Кто еще был среди пассажиров рухнувшего самолета, неизвестно. Ну, сейчас уже известно. Факт пребывания. Итак, пребывание — это находиться где-то. Вот мы с вами уже говорили про локатив, про на борту. Пребывание — это место, где вы сейчас есть, место, где вы находитесь. Например, где вы живете или где вы просто есть. Да. Например, в России, когда у нас идет голосование, когда выборы, то можно голосовать там, где ты зарегистрирован, например, вот твой зарегистрированный адрес, или если ты живешь в другом месте, то ты можешь проголосовать по факту. То есть ты можешь проголосовать
в том месте, ну то есть где вот твой адрес. Факт пребывания, то есть нахождение Пригожина на борту официально подтвердили. Подтвердили, мы уже говорили, то есть они сказали, что это правда, это он. Также, как сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», движение – двигаться, то есть это первое значение движения. Это вот спорт, например, заниматься спортом, движение – это жизнь, все супер. Еще движение может быть политическое, общественное, когда есть какое-то общество, у них есть одна цель или какая-то общая идея. Вот здесь, видимо, такая идея «Мы вместе с Россией». Так, он сообщил, что среди пассажиров мог быть и подчиненный Пригожина Дмитрий Уткин. Подчиненный. Это от глагола «подчиниться», ну, например, «подчинить», «подчиниться», «подчиняться». Что значит быть в прямой зависимости. Вот, например, есть начальник, есть босс, один человек. Его прямой подчиненный – это, например, его ассистент, его правая рука, его помощник, то есть человек, который напрямую работает на этого человека. То есть это прямой подчиненный. То есть среди пассажиров мог быть и Дмитрий Уткин, а Дмитрий Уткин работает напрямую на Пригожина, то есть он его, например, правая рука, я не знаю, кто этот человек. Однако Рогов уточнил, то есть он сделал более точное замечание, то есть он сказал конкретней, что официального подтверждения этого факта нет. Подтвердить, мы с вами говорили, вот в МЧС подтвердили, сказали, что это правда, и здесь официального подтверждения, официального сообщения нет. Итак, крушение борта попало на видео. Попасть на видео или попасть куда-то – это чаще всего случайно. Человек просто снимал, и вот оно оказалось там. Или случайно были какие-то камеры, и они засекли. Вот это слово «засекли». Вот оно. Угу. Радары более не могли засечь, то есть они не могли найти, а здесь это попало на видео. Очевидцам удалось снять очевидцы. В украинском, в белорусских языках это слово еще осталось, это очи, глаза. В русском языке это глаза. И означает очевидцы – это люди, которые своими глазами что-то видели, как свидетеля. Угу. Тоже хорошее слово, кстати, свидетеля. Надо записать. Угу. Им удалось снять на видео момент падения самолета. То есть как самолет падал. Кстати, обратите внимание, что у слова падение самолета, вот эта часть «ния» – это очень частое окончание. Например, падать – падение, лежать – лежание, плавать – плавание, двигать – движение и так далее. Поэтому, если вы видите окончание «ния» и вы не понимаете, что это за слово, просто сделайте из этого слова глагол. То есть убирайте «ния» и смотрите. Окей, падать. На публикуемых кадрах видно, как перед падением самолет несколько раз переворачивается в воздухе. Над ним поднимается столб серого дыма, и кроме того, значит, еще очевидцы события рассказали, что перед крушением слышали 2 хлопка. Вот это хлопок. Но в российских газетах, вообще в российском дискурсе, политическом дискурсе, слово «хлопок» — это взрыв. Если взрыв — это прям бум-бум-бум-бум-бум, то слово «хлопок», оно кажется не таким страшным и не таким пугающим. Поэтому, если внутри Российской Федерации происходит какой-то взрыв, то в новостях про него не скажут, что это взрыв.
скажут, что это хлопок, чтобы не напугать людей, потому что взрыв — это что-то страшное, а хлопок — это, просто как будто бы даже не страшно. Вот, это первый признак, как можно понять, что это издание точно пророссийское, потому что в непророссийском издании точно будут говорить «взрыв». Особенно, если это на территории Российской Федерации. Итак, несколько крупных деталей. Крыло. Вот. Угу. И стабилизатор отвалились, то есть отпали при падении, и рухнули, мы уже говорили. Вот, самолет рухнул, то есть что-то большое и с шумом. И здесь они отвалились и рухнули, то есть с шумом, возле заброшенных сельскохозяйственных построек. Заброшенные, то есть те, которые раньше были построены, но сейчас ими никто не занимается, за ними никто не ухаживает. То есть за этими постройками, то есть это какие-то здания, какие-то, может быть, сараи, какие-то, может быть, домики сельскохозяйственные, которые нужны для сельского хозяйства. То есть их забросили, там уже никто ими уже не занимается, там они уже пустые стоят много лет. Так, у нас осталась последняя часть. Крушение самолета Пригожина произошло спустя, то есть через 2 месяца после вооруженное с оружием. Оружие — это пистолеты, это автоматы и так далее. Вооруженного мятежа ЧВК. Мятеж, как восстание, революция. И обязательно мятежники — это что-то плохое. Понятно, если бы этот мятеж прошел удачно, то его бы называли восстанием. А вот мятеж — это скорее что-то такое небольшое, чаще всего заканчивающееся неудачей, но в принципе как и здесь. Вооруженные подчиненные, мы уже говорили про подчиненные, то есть тот, кто работает напрямую на этого человека. Подчиненные бизнесмены выдвинулись, двигались, то есть они начали движение, то есть они пошли походным порядком на Москву после того, как владелец компании ложно, то есть несправедливо, нечестно, неправдиво обвинил Министерство обороны в атаке на вагнеровцев. Окей. Бойцы за сутки. В русском языке у нас есть слово «сутки», что обозначает 24 часа. То есть, например, магазин работает 24 часа в сутки. Конечно, можно сказать «день», но потому что слово «день» больше ассоциируется со светлым временем суток, светлое время суток — это, собственно, день, то если написать «бойцы за день прошли Ростовскую, Воронежскую, Липецкую область», то тогда мы подумаем, что они прошли, они, например, в 7 утра пошли, и к 7 вечера они уже это все сделали. Вот это за день, то есть за светлую часть дня. А за сутки это значит, что они, например, в 7 часов вышли, в 7 часов утра, и в 7 часов утра следующего дня они пришли. Вот это значит за сутки. И вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии, кстати, Белоруссии официально это название страны Белоруссия, но если это издание скорее такое более либерально настроенное, такое более демократическое, не пророссийское, то тогда там будут говорить Беларусь. Потому что в самой Беларуси есть такая разница. Белоруссия — это официальное название, государственное название. Беларусь — это такое народное название. Вот. Поэтому пресс-служба президента Беларуси, здесь у нас официальное российское издание, значит, они говорят официально, сообщила, что ЧВК после телефонного разговора развернула, то есть если у нас здесь самолет перевернулся, самолет несколько раз переворачивался в воздухе, а развернулся, пошел обратно, развернула колонны и направила сотрудников в места дислокации. Отлично. После провала мятежа. Провал — это огромная неудача.
После провала мятежа Пригожин и часть вагнеровцев выехали в Белоруссию. Итак, Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело прекратят. Прекратят, то есть закончат. Так, вот у нас столько много отметок. Давайте я сейчас прочту с начала и до конца. Вы посмотрите свежим взглядом, посмотрите еще раз, как и что здесь было. Словарик и практика будут в описании, посмотрите, пожалуйста. В России разбился самолет Евгения Пригожина. Он мог быть на борту. Что известно о катастрофе? В Тверской области разбился самолет, который мог принадлежать Евгению Пригожину. В Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy. На борту джета находились 10 человек. По данным источника издания «Рядовка», частный борт принадлежал бизнесмену Евгению Пригожину, основателю частной военной компании «Вагнер». МЧС сообщила о гибели всех находившихся на борту. Самолет рухнул возле села Куженкино Балаговского района. Первые сообщения о катастрофе поступили около 19:20 по московскому времени, по Москве. Однако само крушение могло произойти еще в 18:20. Частный самолет выполнял рейс Москва-Санкт-Петербург. По данным сервиса Flight Radar, полет борта внезапно прервался, радары более не могли засечь его. Сообщение о крушении подтвердили в МЧС. Губернатор Тверской области взял ситуацию под личный контроль. Пригожин числился среди пассажиров рухнувшего Embraer Legacy. Предположительно, бизнесмен чаще пользовался другими самолетами. Однако в момент катастрофы находился именно на этом борту. Кто еще был среди пассажиров рухнувшего самолета, неизвестно. Факт пребывания Пригожина на борту официально подтвердили в Росавиации. Также, как сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, среди пассажиров мог быть и подчиненный Пригожина Дмитрий Уткин. Однако Рогов уточнил, что официального подтверждения этого факта по-прежнему нет. Крушение борта попало на видео. Очевидцам удалось снять на видео момент падения самолета. На публикуемых кадрах видно, как перед падением самолет несколько раз переворачивается в воздухе, над ним поднимается столб серого дыма. Кроме того, очевидцы события рассказали, что перед крушением борта слышали 2 хлопка. Несколько крупных деталей Embraer Legacy, крыло и стабилизатор отвалились при падении и рухнули возле заброшенных сельскохозяйственных построек. Крушение самолета Пригожина произошло спустя 2 месяца после вооруженного мятежа ЧВК. Вооруженные подчиненные бизнесмена выдвинулись походным порядком на Москву после того, как владелец компании ложно обвинил Минобороны в атаке на вагнеровцев. Бойцы ЧВК за сутки прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что ЧВК после телефонного разговора Пригожина и белорусского лидера развернула колонны и направила сотрудников в места постоянной дислокации. После провала мятежа Пригожин и часть вагнеровцев выехали в Белоруссию. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против бизнесмена прекратят. Ну что, друзья мои, я надеюсь, что вам было интересно. Если да, пожалуйста, скажите мне, мы будем делать это чаще. И если нет, тоже скажите. Я не буду это делать тогда. Вот. Все, до встречи. И я пойду пить горячий чай и выздоравливать. Всем хорошего дня.